Хочу сразу отметить, что немножко не поняли. И в среду до 0 часов не только блокаду, вообще там даже речь не о блокаде идет, а перерегистрации всех украинских предприятий, находящихся на нашей территории, в правовое поле Донецкой Народной Республики. Если этого не будет сделано, то в среду в 0 часов все эти предприятия переходят под нашу юрисдикцию. Это основное мое сообщение вам, месседж. Поэтому прошу к этому отнестись внимательно. Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой железнодорожных путей остановили работу Янакиевский металлургический комбинат, некоторые другие предприятия. И прекрасно понимаю, что предприятия эти надо запускать, думать о людях. И было принято решение, что если в среду они к нам в наше поле не перерегистрируются, до среды точнее, то в среду они уже приходят под наш контроль, все предприятия. Это касается всех предприятий украинской юрисдикции. И стадионов, и гостиниц, и так далее, так далее, так далее, так далее. Полностью всех. Теперь жду ваши вопросы. Пожалуйста. Можно? Александр Конечно. Владимирович, ранее депутаты Народного совета принимали изменения в налоговом законодательстве, согласно которому нерезиденты, о которых вы сейчас говорите, должны были осуществить перерегистрацию до 31 марта. Скажите, пожалуйста, каким нормативным актом теперь будет регулироваться сегодняшнее ваше заявление? Спасибо. Вопрос хороший. Объясняю, что этот закон был принят в первом чтении, во втором чтении он еще не был принят. Сегодня в 4 часа дня неочередная сессия Народного совета, в котором внесены поправки, которые касаются именно этой даты. То есть 1 числа. Сегодня, да? Сегодня 4 часа. Еще вопрос. Пожалуйста. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, это временная мера или это уже, если это произойдет, то это уже навсегда? И можно сразу второй вопрос. Эти предприятия будут подчинены профильным министерствам или будет создана специальная структура для управления этим предприятием? Ну, начнем, наверное, со второй части вашего вопроса. Все предприятия будут контролироваться профильными министерствами, но структура такая будет создана. Почему? Потому что эти предприятия будут ориентированы на Российскую Федерацию, на получение сырья и выпуск этой продукции, поэтому для лучшей координации придется сделать одну единую управляющую компанию, которая будет управлять этими предприятиями. То есть собирать заказы, получать сырье и выдавать готовую продукцию. Но, шучу, ничего нет постояннее, чем временное, да? Но на самом деле это решение давно зрело. Ну, я всегда говорил, что всему свое время. Мы на войне. Надо принимать более стратегические решения. Это решение принято было именно тогда, когда оно нужно было, чтобы оно было принято. Поэтому мы неоднократно говорили о своей независимости. Многие из вас задавали мне вопросы, а как же мы допускаем, что на нашей территории работают украинские предприятия, платят налоги. Ну вот настало время, когда эти предприятия работать больше не будут. Еще вопрос. Еще вопрос. Александр Владимирович, продолжение темы о налогах. Как вы думаете, какой приток налогов теперь будет в нашу республиканскую казну и куда эти деньги будут направляться? Ну, вы знаете, есть куда эти деньги направлять, поверьте. У нас тут все министры стоят, просят. Но сейчас это будет колоссальный на самом деле труд, поверьте. Почему? Потому что это второе чудо в мире. Если мы это сделаем, то за очень короткий срок нам придется перестроить экономику целого региона, практически промышленно, ну, то есть вся промышленность одного государства, которое было на нашей территории сконцентрировано, будет перестроиться, меняет полностью рынки сбыта. И наша сейчас основная задача обеспечить зарплату и работу тем трудящимся, которые на этих предприятиях работают, бесперебойную работу этих предприятий, это первое. Кстати, для этого я издал указ о создании оперативного штаба, в котором будут входить в том числе и профсоюзы, сотрудники этих предприятий, дабы защищать права трудящихся, которые работают на этих предприятиях. Но я думаю, что до 70% бюджета мы за счет этих предприятий сможем наполнять в ближайшее время. Это не будет прям завтра, но какое-то время пройдет. Но думаю, это будет очень хороший бонус для нашего бюджета. Еще вопросы? Еще вопросы. Будут ли созданы какие-то льготные условия, таможенные, логистика? Как вообще вот это сырье, которое производится на территории ДНР, как оно будет реализовано в дальнейшем? Ведь до вот этих вступления этих мер в силу, как мы знаем, был рынок сбыта.
как мы будем работать для того, чтобы помочь сырью уйти к клиенту? То есть какие-то льготные условия там по таможне, по логистике будут ли дополнительно введены? Ну, во-первых, по логистике. Наша логистика, пропускная способность наших путей железнодорожных позволяет вполне спокойно перенаправить эти потоки не на территорию Украины, а на территорию Российской Федерации. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что определенные указ уже был издан Владимиром Владимировичем Путиным, в котором признаются все наши документы, в том числе и документы качества нашей продукции. Поэтому это исключает определенное двойное налогообложение, которое было раньше, которое платилось и нам, грубо даже по логистике, да, тоже, и украинские предприятия брали. Поэтому все необходимые условия будут созданы, и наша продукция будет идти спокойно и уверенно на территории Российской Федерации. Еще вопросы? Да. Скажите, уже полдня прошло после того, как стало обо всем этом известно. Есть уже какие-нибудь первые телефонные звонки? Вы знаете, наверное, думаю, надо у вас спросить надо, уважаемые журналисты. Вот полдня прошло, какая реакция на Украине сейчас? Я думаю, паника. Ну, первое число мы называем, это один, будем называться «Прощай, Украина». Вот вы можете так записать себе. Можно сказать, конечно, более по-другому немножко насчет «Прощай, Украина». Ну, будет честнее сказать «Прощай, Украина». То есть Украина, благодаря своей блокаде полностью, понимаете, Украина надеялась, что когда введет эту блокаду, она нас заставит страдать. Ну, поймите одну вещь, Украина глубоко ошибалась. Не мы нуждаемся в угле украинском, не нам нужен металлолом и все остальное. Это нужно в первую очередь Украине. А когда она заявляет, что она еще будет делать автомобильные трамваи, закрывать автомобильные пути сообщения, но мы с таким же успехом можем оббить в Украине сами блокаду. То есть мы сами не будем отпускать туда ни ЖД путями продукцию, ни автомобильным транспортом. Самое главное, мы ее оттуда не будем принимать. Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. И это была большая ошибка Порошенко. Ну вот, как говорится, как на народе говорят, доигрался. Теперь абсолютно без разницы, что сможет он там убрать своих радикалов, не сможет. Ситуация меняется в корне, и теперь Украина в блокаде у ДНР и ЛНР. Мы в блокаде у Украины. Пускай теперь сами думают, как с нами договориться. А звонков еще не было. И я не думаю, что они будут. Сейчас там легкая паника. Я думаю, что звонки начнутся не сегодня, а даже, наверное, и не завтра, а 1 числа. Еще вопросы? Еще есть вопросы? Пожалуйста. Комсомольская правда. Скажите, если украинец уже не выполнит наши условия, то за какие сроки возможно будет восстановить работу полномасштабной того же Инакиевского металлургического завода? Предоставить рабочие места. Еще раз, какие условия она не выполнит? Ну, если блокада не будет закончена и не будут переведены под юрисдикцию республики все эти предприятия, сколько времени понадобится в нашей республике, чтобы запустить работу этих заводов уже под нашей юрисдикцией и предоставить места рабочим? Вы знаете, сейчас конкретные сроки крайне тяжело назвать, но по нашим подсчетам приблизительно от месяца до 2. Я думаю, даже быстрее справимся за счет помощи Российской Федерации, но ориентировочно планировали где-то в это время уложиться. Еще вопросы? Можно? Ну, вы первую руку подняли. Александр Владимирович, по вашим личным ощущениям, какова вероятность того, что блокада будет снята в указанном сроке? Понимаете, ну дело ж не в блокаде, как вам сказать. Мы вот сейчас объявляем о том, что если они не перейдут под нашу юрисдикцию, да, то мы вводим в наше управление. Нам все равно, есть там блокада или нет блокады. Она неприятна, она может быть болезненна в каком-то мере, но наша экономика, которую тренировала Украина с 2014 года, она к этому моменту стала более жизнеспособной, чем экономика Украины. Поэтому мы не обращаем внимания на эту блокаду. То есть, ну, если честно, улыбаемся, сидим. Ну, не хотите угля, мерзните. Ну, то есть, мы найдем, куда этот уголь продать. А перевод под нашу юрисдикцию – это равносильно тому, что Украина признает вообще нашу независимость. Я не думаю, что даже это выполнит. Основная задача не снять блокаду. Сегодняшним заявлением, на самом деле, я объясняю еще раз, что мы не будем продавать им уголь. Нам не нужна их блокада. Пускай они там стоят, мерзнут, строят свои какие-то редуты, вывозят цыгане в палатках, автомобильные там дороги перекрывают. Ну, нам не интересно торговать с Украиной.
Понимаете? То есть вот в чем основная ваша задача. Не они нам условия диктуют, а условия диктуем теперь мы им. То есть не хотите так, ну все, пожалуйста. Вообще никак не будет. И договариваться с ними нам не о чем. У нас люди получают воду и тепло. Электроэнергия подается в каждый дом. Мы не мерзнем. А это основная задача государства. Обеспечить работу, накормить и обогреть людей. У нас нет верных отключений. Да, они у нас присутствуют, потому что нас обстреляли, какая-то станция или подстанция была повреждена, или линия электропередач. Но это не экономические проблемы, это проблемы военного характера. А у Украины теперь другие проблемы. Можете себе представить, сколько миллиардов долларов бюджет Украины не получит? Как им придется покупать, и где им придется покупать уголь? Вы же поймите, уголь не только мы не будем продавать, и уголь не будет продавать им Россия. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот к этому так относитесь, к этому вопросу. Да, я слушаю. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот в сегодняшнем заявлении шла речь о переводе во внешнее управление, и хотелось бы уточнить по поводу штаба. Вы сказали о создании штаба. Правильно ли мы поняли, что речь идет о штабе, который будет контролировать непосредственный переход вот этого? Конечно, вы понимаете, это же целая процедура. То есть собственники должны выплатить зарплату людям, понимаете? Сохранить там определенные льготы социальные, которые не обязаны в случае закрытия предприятия либо перевода этих людей. Если они закрывают, то должны обеспечивать их какой-то заработной платой. Если эти условия не будут выполняться, за выполнением этих условий будет смотреть этот штаб. То есть эти процессы будут контролироваться этим штабом. И сам переход, чтобы люди не потеряли свои рабочие места, чтобы они уверенно и понимали, что государство о них заботится. Поэтому штаб этот. И будут сотрудники предприятий, профсоюзы, наши профсоюзы. Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики. Еще вопросы? Еще есть вопросы? Нет, спасибо. Уважаемые журналисты, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. До свидания.